Друзья мои, доброе утро! С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Я за кадром, пока что за кадром. Сегодня понедельник, рабочая неделя началась. Значит, вот здесь мы отвариваем сразу, скажу, картошечка. Здесь уже я ее потолкла, вы видите. То есть размяла, добавила одно яйцо. Добавила немного молока, посолила, естественно, порезала вот такую зелень. Теперь я это все смешала, немножечко, чайной ложечки разрыхлителя. И это у нас с вами будут. Сейчас я вот так вот их помешаю хорошенько. И это у нас будут картофельные штучки. Да, так мы их пока назовем. Картофельные штучки. Вот так вот, чтобы было более наглядно. И встретимся уже, когда будем дегустировать картофельные штучки. Просто, удобно, быстро и думаю, что вкусно. И пусть они будут, на всякий случай. Друзья мои, и вот так они готовятся, наши штучки картофельные. В ожидании следующая порция. Сюда мы их снимем. И до встречи на дегустации. Картофельные штучки с зеленью. Дорогие друзья, а мы продолжим. Доброе утро. Сегодня рабочий день. Понедельник, 5 июня. Мы с вами начинали готовить. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Но я уже говорила, потому что мы с вами начинали готовить вот такие картофельные штучки. Так мы их назвали. Да, картофельные штучки. Мы их готовили с вами. Я повторю рецепт, незатейливый рецепт. Значит, я отварила 3 картошечки, да, 3 картошечки. Я их помяла, то есть растолкла, добавила молоко, добавила яйцо, естественно, посолила, добавила зелень, у меня здесь петрушка, укроп и лук зеленый. Я все это перемешала. На сковородку порции накладывала вот такие, то есть, ну, в общем, у меня специальная ложечка, и я порционно такие вот делала кругленькие, ну, типа оладушки. В общем, несколько штучек у меня получилось. Вот такие вот в готовом виде. Картофельные штучки с зеленью, да, чтобы было. И я считаю, что их можно как хотите кушать. Хотите с чаем, хотите с молоком, прихлебываем. Хотим, добавим еще вот такой вот огурчик я нарезала, положила ложечку сметаны. И мы с вами будем дегустировать. Вот такие картофельные штучки. Рекомендую, да, попробовать тоже. Приятного аппетита! Кто вместе со мной собирается, кто вместе со мной кушает, кто покушал, хорошего дня. Приготовила я себе чашечку чая. Вода, как всегда. А вы, наверное, не видите. Это чай. Здесь водичка. Здесь, естественно, мед у меня и сухофрукты. Сухофрукты, изюм. Да, изюм. Сегодня я вам скажу. Сегодня у нас тоже праздник, День Святого Духа. Да, его отмечают точно так же, как и Троицу,
наподобие таких вот серьезных праздников, День Святого Духа. В этот день Святой Дух, по преданию, Святой Дух спускается на землю. Да. Но это третий святой. Отец, Сын и Святой Дух. Вот так вот. А в этот день работать можно, но не очень тяжелую работу выполнять, да. В гости можно ходить, угощать всех, приглашать. Если вас пригласили, ни в коем случае нельзя отказывать. Так что имейте в виду, если вы получили приглашение в гости, ни в коем случае нельзя отказывать. Да-да-да. Так что имейте это в виду. А из современных праздников Всемирный день охраны окружающей среды. Ну, само название говорит за себя. То есть мы должны заниматься охраной труда, охраной природы, защищать, восстанавливать природу, потому что человек наносит очень большой урон природе, нашей окружающей природе. Вот так вот. Так что бережем, оставляем для наших потомков, чтобы все было замечательно в этом плане. Ну, я хочу с вами поделиться. Я как-то уже сказала, что теперь я свободная, как ветер от работы. Да не тут-то было. Мне позвонили, сказали, что сегодня, тут сегодня рабочий день, подъехать в кадры, подписать приказ. Вот. Так что хотим мы, не хотим, а придется ехать. Кроме этого, еще раз сказали, придется выход сделать по звонку, когда будет мне сообщено, чтобы я вышла на работу. Да, я дала согласие. Вот такие вот дела. То есть, получается, пока еще я не свободный ветер. Свои серьезные дела пока не могу начинать. А у меня они есть, да. Клеить обои надо, ремонтом заниматься и так далее. Думаю, что сама буду это делать. Возможно, дети немножко помогут. Но уж отрывать, там срывать, стену подготавливать, конечно, основную такую работу буду сама делать. Можно, конечно, поинтересоваться, сколько это будет стоить, может быть, людей нанять. Но дело в том, что, видите, нанимать хорошо, когда квартира все-таки более свободная. А когда нужно с одной стены как-то отодвинуть мебель, потом обратно вернуть, там, значит, еще какие-то проблемы по передвижению и все такое. Здесь уже, мне кажется, людей посторонних, я имею в виду нанимать специалистов, наверное, не стоит. Потому что и выносить все не будешь, все это очень объемное из комнаты полностью. И люди придут, если работать. Они что, будут мою мебель передвигать? Тоже вроде не вариант. Когда сам делаешь, так это постепенно. Там, в общем, спешить некуда, как говорится. Там одну стену поклеил аккуратненько, все куда-то сдвинул, освободил еще фронт работы и так далее. А уже посторонние, когда люди здесь, то я даже не представляю. И себе неудобства создаешь, и им не очень-то работается.
И будут они у меня тут всю неделю клеить одну комнату. Ну, тоже не вариант. Ну, в общем, вот такие вот дела. Погода у нас в Петербурге пока никак тепла нет. Сегодня единственное должен быть ветерок такой серьезный, который разгонит тучки. Да, и потом, может быть, наступит тепло. А если задуматься, вот уже первая декада скоро закончится, а мы тепла и не видели еще. Ну, не зря же это северная столица. Северная столица. А кто-то уже купается, и рыбу ловит, и загорает. Есть у нас такие, да. Не будем показывать конкретно, кто это. Смеюсь. Ну и у нас придет тепла. У меня, кстати, кондиционера нет. Какие-то последних пара лет было очень, конечно, жаркое. Но не все лето, а какой-то период. Вот позапрошлое лето было очень жарко. Примерно месяц. Очень просто было жарко. Прошлое лето было недельки, по-моему, 2, если я не ошибаюсь, таких как бы очень теплых, жарких. А так, в принципе, остальное лето, кроме этих вот периодов, что я назвала, прохладное, можно сказать. Так вот, когда жарко, так хотелось кондиционер, потому что у меня есть большой вентилятор, я, конечно, его включаю, но когда жарко, он особенно не помогает. Он уже горячий воздух гоняет туда-сюда, и прохлады нет, конечно. Вот. Но с другой стороны, многие ставят, да, многие ставят. Но с другой стороны, я вот с людьми разговаривала, многие считают так, что нечего, значит, им делать этим кондиционером, потому что у нас и так в Петербурге летом мы совсем не ощущаем, что оно бывает. И поэтому уж какое-то теплое, слишком теплое время будет, период, там 2 недели или месяц, ничего страшного, зато мы почувствуем, что это лето. Многие так считают. Да. Ну, одно дело затратно, а другое дело еще вот такое мнение существует. Ну, я тоже где-то соглашусь, наверное, что можно, в принципе, как-то потерпеть. Ну, даже не потерпеть, а почувствовать. Почувствовать, что это лето, да. Вот. А эти дни у нас вот прохладные, очень прям прохладные. Так что сегодня я должна съездить на работу к себе. Но хочу сказать, конечно, не к определенному часу, могу как-то его там немножко отодвинуть, чтобы не с самого утра. Но вместе с тем и не хочется на весь день растягивать, потому что съездить, а потом день свободный тоже неплохо это. Потому что и дела не начнешь и до отъезда. Ну, если позже, тоже день пропадает. Так что вот так вот. Я с вами поделилась своими планами на ближайшее время. Пожалуйста, еще раз рекомендую приготовить. Нет, нет, нет. У меня ни в коем случае не перейдет как бы полностью раздел мой, что кулинарный будет. Нет. Нет. Между делом мы же живем, чем-то питаемся. И, конечно, и это тоже вот имеет место быть в нашей жизни. И угостить, и встретить знакомых, детей, внуков. Всегда же это
необходимо. Ну, еще один попробовать, наверное, стоит. Как раз у меня тут сметанка осталась. Попробуем, чаек попьем. И на этом все. В общем, дни идут. Дни идут. Дела у меня не движутся пока. Ну вот на балконе надо заниматься растениями. Я вас ознакомлю, когда там немножко уже будет на что смотреть. А сейчас пока особенно не на что посмотреть. Какие-то всходы такие не совсем равномерные. Ну уж, котенок, конечно, где захочется, пройдет. И пройдет, и поваляется, и так далее. Только, знаете, заходит, а у него вот тут вот лапа и грудка грязная. Вот, пожалуйста. Что его так интересует? Ну, я думаю, что это, возможно, какая-то, ну, там, мушка или что-то шевелится. И он с интересом это, значит, там, ловит или что-то даже и погрызет. Ну, ничего никуда не делали, не денешься. Ему чем-то надо заниматься. Да. Для него и травка там, конечно, есть. Да, и травка есть. Вот такие дела. Ну, наверное, еще раз приятного аппетита. Кто со мной, кто закончил, кто собирается и так далее. Так, это мы вот так вот поставим. Это поближе сюда, чай. Сухофрукты тоже поближе. Знаете, прям еле удержалась, чтобы что-то не спечь. Вот еле-еле удержалась. Так хочется что-нибудь испечь. Какой-то курник хочется, какой-то пирог. Даже, знаете, думала запеканку картофельную сделать. А как хочу ее так сделать. Но хотела бы, значит, слой картошечки, потом слой фарша, сверху опять картошечка. Это все запекается. Ну, если захочется, сверху можно еще уже почти на стадии приготовления добавить сыр тертый. Вот так вот. Но подумаешь ведь как. Если ведь это действительно сделать, это ж надо все, ну даже пусть не все, но какую-то часть это придется обязательно пробовать, обязательно употреблять, а это не очень желательно. А сейчас, кстати, мода пошла. Ну, я не знаю, мода или веяние так назвать. Многие и девочки, и даже ребята, ну, мужчины, женщины вегетарианством занимаются. Да, причем очень есть какое-то легкое направление, а есть прям такое очень серьезное, что там много чего исключено из питания. Просто даже и мясо, и рыба, ну, естественно, какие-то молочные продукты, и даже яйца. Ну, в общем, все исключено. И только питаются зеленью. Какие-то крупы, зелень, ну, фрукты, овощи. Все. И я вот подумала, а может быть так, ну, конечно, очень сложно перестроиться, когда ты уже всю жизнь прожил и питался без ограничений. Вот. Но посмотрела, вот недавно передача какая-то была по телевизору, я посмотрела. И там как раз говорили, знаете, в общем,
Там, так, передача-то была, по-моему, «Секрет на миллион». И когда-то там, значит, были приглашены участники, а в этот раз показали по кусочку каждого, ну, в общем, многих, не каждого, а многих по кусочку, и как бы самый, ну, как, на взгляд, не на наш, а там, допустим, кто-то сделал эту передачу, а более интересные моменты. И вот как раз в этой передаче и было из «Фабрики звезд» Тонева. Я вот помню эту девочку, она еще, когда еще они только в этом конкурсе участвовали, и потом эта группа «Фабрика», вот их трое было. И теперь, значит, ее пригласили, и она всегда была какая-то такая и в плечах широковата, в общем, крупненькая такая девочка была. А сейчас я посмотрела, она вообще вот просто худенькая, вся худенькая. Да, и она вот об этом питании говорила. Что делает, вот, допустим, смузи. Значит, капуста, лимон, что-то, и морковь. И вода. Там, правда, пропорции она не рассказывала, а вот прямо на передаче она вот это вот сделала. И, значит, это все взбивается, смешивается, получается смузи вот такое. И вот она этот смузи пьет в течение дня. Это тебе и на завтрак, это тебе на обед, и на ужин, и все это, и питательные все, значит, она получает вещества в этом во всем, и не переедает, и, в общем, прочищает организм полностью, и все это здорово. Но я что-то вот сомневаюсь, вот как бы уже молодежь-то понятно, но вот если взрослые люди, взрослые, очень взрослые, вот так вот начнут, я не знаю, может быть, ведь организму будет стресс, и это, возможно, даже очень плохо повлияет. Хотя, конечно, можно какое-то время так, ну, посидеть на этом, да, возможно, чистку организма сделать такими вот, ну, как бы таким питанием. Вот. Но все-таки я как-то пока еще, наверное, знаете, не созрела для этого. Созреваю, все никак не созрею, чтобы себя поконкретнее, в общем, поконкретнее, пожестче и так далее. Вот. Но когда-нибудь, наверное, дойду до этого. А сейчас пока еще немножко, только ограничиваю себя кое в каких вот вещах. Да. Ну, пока результат, наверное, вы не видите, а я и сама особенно его не вижу. Но надеюсь, постепенно. Как говорят, если резко ты там чего-то сбрасываешь, да, вес, то потом ты его с такой же быстротой и наберешь. А вот когда медленно уходит, незаметненько, то он так вот немножко и устаканится, и, в общем, остановится на каком-то, ну, ниже будет. Да, то есть не так резко, если что-то там вдруг ты позволишь себе, не так быстро ты наберешь вновь, если он медленно уходит. Да, так говорят. И я на это надеюсь. Хотя, знаете, сколько себя помню, столько себя приходится вот так вот немножечко как бы ругать себя, останавливать и так далее. Ну, что поделаешь. Ну, я, в общем-то, разговорилась с вами. Наверное, пора заканчивать. Рекомендую такие картофельные штучки. Да, картофель с зеленью. Картофельные штучки с зеленью. И всем добра, всем благополучия, всем нам мира, всего наилучшего. Будьте здоровы и счастливы. С вами на канале Анна Ольга Николаевна. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. И до встречи!